Всем привет! Вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем вот такой красивый ажурный узор спицами. Такой вот он объемный, как будто он имеет тень. Как будто два узора наложены с одной и с другой стороны. Это его лицевая сторона. И вот она, изнаночная сторона. Изнаночная сторона тоже красивая и тоже может использоваться как самостоятельный узор. Вы можете выбрать для своего изделия либо ту, либо другую сторону, но изнаночная сторона, она не выглядит так объемно, как лицевая. Не знаю, как вам показать его более наглядно, более красиво. На самом деле выглядит узор намного интереснее, чем на камере. Узор вяжется без накидов. Вот эти отверстия получаются другим способом. Сейчас я вам покажу и расскажу, как он вяжется. Узор вяжется очень просто. И посмотрите, узор совершенно не косит. То есть вот он в свободном состоянии. Ни в какую сторону он не перекошен. И он достаточно стабильно держится. Вот он, не вытягивается. Все хорошо с ним. Вязать будем из Yarnart Jeans. Это полухлопок. Набирать количество петель любое будем. Можно четное, можно нечетное. На узор, на раппорт узора это не повлияет. Я наберу 13 петель. 2. И еще 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Пусть будет 13, можно 12, можно 14, сколько угодно. Для удобства я провяжу несколько рядов резинки. Можно не вязать, можно сразу начинать узор. Я провяжу резинка 1 на 1 и посмотрите, как перейти к узору, потому что, как правило, мы вяжем узор от резинки. Первую петлю я провязываю в первом ряду всегда. В последующих рядах буду эту кромочную первую петлю просто снимать. Итак, вяжем резинкой 1 на 1, 2-3 ряда. Приступаем к вывязыванию основного узора. Первую петлю кромочную снимаю. Далее вяжем лицевую вот таким образом. То есть из одной петли мы должны вывязать 2. Итак, в первую петлю вставляем вот в эту, как обычно, за правую стенку. Вывязываем одну петлю. Ее не скидываем с левой спицы. Вставляем спицу на ряд ниже, то есть как бы в эту же петлю, только вот ниже вот этой перемычки, разделительной перемычки, которая разделяет у нас ряды. Вот сюда вставляем и вывязываем тоже лицевую. То есть как бы 2 лицевые из одной. Скинули с левой спицы. Далее мы вяжем изнаночную. Снова точно так же. Из верхней обычной петли мы вывязываем одну лицевую. С левой спицы ее не скидываем. Возвращаем правую спицу на ряд ниже. Вот она, вот эта перемычка под нее. И также провязываем лицевую. И петлю скидываем с левой спицы. Изнаночная. Далее снова лицевая, как обычно. И возвращаем правую петлю на ряд ниже. И провязываем также лицевую. 2 петли на правой спице, скидываем петлю с левой, изнаночная и продолжаем до конца ряда. Скинули, изнаночная. Узор вяжется этот быстро. Я показываю медленно для наглядности. Узор запоминается очень быстро, он легкий, изнаночная. Далее последнюю лицевую мы также вывязываем 2, 1 лицевая, на ряд ниже, лицевая,
скинули. И кромочная, последняя кромочная. Либо вы ее всегда вяжете из ряда в ряд изнаночной, либо вы из ряда в ряд ее вяжете лицевой. Давайте будем вязать изнаночной. Можно вязать что лицевую, что изнаночную, на сам узор кромочные не влияют. Далее изнаночная сторона. Первую кромочную мы снимаем. И у нас идут, вот они, сдвоенная петля. Это петля, где мы вывязывали 2 лицевых. И вот эта вот петля, это изнаночная с той стороны, то есть она одиночная. Сейчас 2 одиночные мы вяжем, то есть в 2 вместе, которые сдвоенные, лицевая, одиночную вот эту лицевую мы вяжем также лицевой, сдвоенные, 2 вместе мы вывязываем лицевую, одиночную также лицевой, вот эту сдвоенную, 2 вместе лицевой, лицевой, 2 вместе лицевой, одиночную лицевой, лицевая, лицевая. То есть весь ряд лицевой, сдвоенной мы вяжем также лицевой, 2 вместе, кромочной, изнаночной. Пока узора еще у нас не видно. И сейчас мы переходим уже к основному узору. То есть первый ряд он был как бы подготовительный. Первую петлю кромочную мы снимаем. В этом ряду у нас идет, вот они, видите, сдвоенные, которые мы только что провязывали лицевой. Вот они 2 сдвоенные. Далее идет у нас вот она одиночная. Сдвоенную петлю, вот она сдвоенная, мы ее провязываем просто изнаночной. Вот эту одиночную мы вывязываем двойную лицевую, как в первом ряду. В верхнюю, в обычную петлю, да, мы вводим спицу, провязываем лицевую, возвращаем правую спицу в эту же петлю на ряд ниже. Вот она. 2 лицевые на правой спице, скинули слева эту петлю. Далее идет у нас вот эта вот сдвоенная петля прошлого ряда, вот она. Ее мы провязываем изнаночной. Далее вот эту вот изнаночную мы вывязываем из нее 2 лицевые, возвращаем правую спицу на ряд ниже, лицевая, скидываем с левой спицы. Далее идет вот она у нас сдвоенная, ее хорошо видно, изнаночная. Следующая лицевая, двойная, скинули, изнаночная. Далее лицевая, двойная, скинули, изнаночная. Раз, лицевая, на ряд ниже 2 лицевая, скинули с левой спицы, изнаночная и кромочная изнаночной. Готово. Изнаночный ряд мы вяжем полностью его лицевыми, кромочную сняли. Далее у нас идет одиночная лицевая, лицевой ее, далее идет сдвоенная лицевая, вот она. Провязали одиночную лицевой, сдвоенную лицевой, одиночную лицевой, сдвоенную петлю лицевой, одиночную, 2 петли лицевой. То есть этот ряд очень легкий. И кромочную вяжем изнаночной. Переходим на лицевую сторону, кромочную снимаем. И сейчас у нас уже идет повторение. То есть идет чередование. В прошлых рядах, то есть на раппорт ниже получается предыдущий, да, была первая петля у нас сдвоенная, вот как такая. Сейчас она идет у нас одиночная. То есть вот, видите, одна перемычка,
а здесь 2 перемычки. Вот они, 2 перемычки. Там, где 1 перемычка, мы из нее вывязываем сдвоенную лицевую. 1 и на ряд ниже 2. Там, где у нас вот идет двойная перемычка, вот она двойная, вяжем изнаночную. Далее сдвоенная лицевая. Узор простой, тут запутаться просто невозможно. Изнаночная, сдвоенная лицевая, изнаночная, сдвоенная лицевая из верхней петли, из нижнего ряда, изнаночная, из верхней петли, из нижней, скинули. И последняя петля узора, также идет сдвоенная лицевая. Так, скинули и изнаночную провязываем, кромочную провязываем изнаночной. Готово. И сейчас у нас идет изнаночный ряд. Изнаночный ряд мы вяжем лицевыми. Полностью кромочную снимаем, сдвоенную петлю вяжем 2 вместе лицевой, одиночную просто лицевой, 2 вместе лицевой, просто лицевой. То есть они, видите, как неразделимые, то тут не запутаешься. Лицевая, лицевая, сдвоенная лицевая. Так, лицевая, сдвоенная лицевая и кромочная изнаночная. Все, начинает у нас вырисовываться уже узор. Это изнаночная сторона. Ну, когда маленький узор, его плохо видно. На большом образце видно уже лучше. Вот так вот. Это лицевая сторона. Вот он уже виден, такой объемный узор. Из полухлопка этот узор тоже смотрится очень красиво. Плотность, толщина, вернее, нити у этих 2 пряж разная. Здесь примерно 200 граммов на 100, 200 метров на 100 граммов. Здесь примерно 320-330 метров на 100 граммов. То есть это пряжа тоньше, это потолще. И одинаково красиво смотрится этот узор. Также, если вы подберете правильный инструмент к вашей пряже, соответственно, и будет от этого зависеть ячейки, вот они, вот эти вот места вашего узора. Узор отлично подойдет для летних изделий. Узор этот классно подойдет для мохера, например, для палантинов. Вот такой красивый узор получился. Если это видео было для вас полезным, не забывайте поставить лайк этому видео. Если до сих пор не подписаны на мой канал, не забывайте подписаться. До встречи в новых видео. Пока!